Добро пожаловать на канал. Функциональные уравнения матанализа сродни задачам на нахождение величины угла в геометрии, где нет универсального рецепта и каждый раз приходится проявлять изобретательность. Однако это уравнение настолько простое, что просто удивительно, что на сайте Art of Problem Solving до сих пор нет решения. После публикации этого видео специально создам аккаунт на упомянутом сайте, чтобы поставить свое решение. Если до этого к нему не придет кто-то другой. В любом случае, зрители этого канала будут первыми, с кем я этим решением поделюсь. Но перед этим предлагаю попробовать решить уравнение самостоятельно. Итак, поскольку нулевые значения недоступны, попробуем x и y равными единице. Полагая y равным единице, получаем f от x плюс f от единицы равно f от x. И вычитая f от x из обеих частей, находим, что f от единицы равно нулю. Что же, для начала неплохо. Положим теперь x равно единице. Получаем вот такое уравнение. И так как мы уже знаем, что f от единицы равно нулю, первое слагаемое отбрасываем и получаем тавтологию f от y равно f от y, которая ровным счетом ничего не дает. То есть придется действовать по-другому. Не подскажете как? Проделаем тоже не с единицей, а с двойкой. Полагаем y равным 2, что дает уравнение относительно x. Полагая x равным 2, получаем уравнение относительно y. Но ведь y это просто предпоследняя буква латинского алфавита, которая может заменить на предыдущую, то есть на x. В результате чего оказывается, что в двух уравнениях совпадают правые части, что позволяет приравнять левые части. Далее, конечно, переносим f от x влево, а f от 2 вправо, что после упрощения дает вот такое выражение для f от x, где f от 2 это константа, которую обозначим через c. Итак, мы доказали, что функция, удовлетворяющая заданному функциональному уравнению, необходимо имеет вид c умноженное на x минус 1, где c некоторая константа. Для доказательства достаточности достаточно, прошу прощения за счетную тавтологию, показать, что всякая функция вида c, умноженная на x минус 1, действительно удовлетворяет функциональному уравнению. Подставляем выражение для функции в левую часть функционального уравнения, раскрываем скобки, c и y взаимно уничтожаются, а в оставшихся двух слагаемых выносим общий множитель c за скобки. И полученное выражение в точности f от x, y, то есть правая часть функционального уравнения. И поскольку достаточность также заказана, задача полностью решена. И это все.